Друзья мои, всем привет! Меня зовут Григорьев Данила, и вы на канале Система Эраста Ветра. Сегодня я буду задавать вопросы Эрасту, но меня вы видеть не будете, а только слышать мой голос, чтобы максимально сконцентрироваться на энергии Эраста. Видео получилось просто крутейшее, поэтому обязательно досмотрите его до конца, а во второй части будет еще интереснее. Но перед тем, как приступать к просмотру данного видео, вы знаете, что нужно делать. Поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео и о новых прямых эфирах, а также выскажите свое мнение, выскажите комментарий под этим видео, проявите активность, поддержите движение, продвигайте тем самым видео вперед. Ну что, друзья, поехали! Сверхспособности манят людей с далекой древности. Долгие годы считалось, что это или выдумка, или нечто доступное только избранным. Наш проект вот уже много лет разрушает эти иллюзии. Эраст Ветер, человек с совершенно неординарными способностями, получил разрешение вынести некоторые практики в массы. И сегодня мы поговорим с ним об этом. Эраст расскажет об истории сверхспособностей, о кланах, которые хранят древние знания, о связи специальных служб и сверхспособностей, об эгрегорах способностей, об их будущем, ну и, конечно же, о плате, которую платят за них. Эраст, что такое сверхспособности? Сверхспособности, по моему мнению, это умение трансформировать энергию мысли в какие-то действия, которые, в принципе, обыкновенный человек не может совершить, и которые на данный момент, уточню, на данный момент не может даже подтвердить такая наука, как физика. То есть физика опровергает возможность сверхспособностей, но очень многие люди на данный момент уже доказывают, что сверхспособности просыпаются на таком уровне, что могут быть распространены среди обыкновенных людей, и практически каждый человек при должных усилиях может овладеть сверхспособностями. Но почему же настолько мало людей со сверхспособностями? Дело в том, что многие люди пытаются заниматься сверхспособностями. Дело в том, что многие люди начинают разбираться в сверхспособностях, но сверхспособность – это такая вещь, которая не дана ленивым, которая не дана нецелеустремленным, которая не дана людям, которые не умеют ставить какую-то определенную точку и идти к ней. Эгрегор живой. Эгрегор сверхспособности на самом деле живой. И он сам выбирает тех людей, которым будут сверхспособности доступны. То есть не все люди, которые хотят этим заниматься, смогут этим заниматься на том уровне, чтобы что-то показывать, чтобы демонстрировать сверхспособности. Здесь существует много факторов, много критериев, о которых мы, возможно, сегодня еще поговорим, если вы меня спросите. Но на данный момент я скажу так. Сверхспособности доступны всем и не всем. Если человек с должным упорством занимается, если человек сумел перенастроить свое сознание, если человек сумел настроить свои мысли и сумел должным образом отдать определенную энергию, у него получается. Пускай это будет даже минимальные сверхспособности, но тем не менее это то, что обыкновенные люди объяснить не могут. А то, почему их мало, да дело в том, что просто мы еще не пришли к тому пониманию, что сверхспособности – это то, что было у нас всегда, но мы об этом забыли. Мы потеряли это много веков назад. И сейчас, когда начинается эпоха пробуждения, мы можем уже смело говорить о эпохе пробуждения, потому что мы начинаем менять наше сознание. Заметьте, как за последние 100 лет изменилось развитие человечества. Это значит, что мы сейчас стоим перед каким-то очень важным событием. И я считаю, что вот эта трансформация сознания невозможна без сверхспособностей. То есть сверхспособность – это такая же способность в будущем, как ходить, как разговаривать, как брать что-то руками. Я думаю, что через 100-200 лет
сверхспособности даже перестанут именоваться сверхспособностями, потому что они станут обыкновенными способностями. И такое умное слово, как ситха, не будет уже чем-то таинственным и чем-то магическим. Но поживем увидим. Сколько, на ваш взгляд, на сегодняшний день на нашей планете человек обладает сверхспособностями? Сказать сложно, но я предполагаю, что порядка 10 тысяч человек. Это невероятно малое число сравнительно с населением Земли. Лично я знаю порядка 50 человек, которые обладают в той или иной мере сверхспособностями. Но для кого-то сверхспособность – это только лишь телекинез или только лишь левитация, а для других людей сверхспособность – это умение управлять временем, умение перемещаться во времени, умение управлять мыслью. Та же самая телепатия – это тоже сверхспособность. Гипноз – нет, а телепатия уже да. И поэтому все еще зависит от того понятия, что мы вкладываем в сверхспособность. Что для вас сверхспособность? Если, например, для вас сверхспособность подпрыгнуть на 2 метра, это можно сделать с помощью физических упражнений. Если для вас сверхспособность замереть в воздухе на 20-30 секунд и висеть в воздухе, парить в воздухе, то есть так называемая левитация, это другое. Но на данный момент, по моему мнению, по моим данным, около того числа, что я сказал, порядка 10 тысяч человек. Эрнст, однако 10 тысяч человек это все равно достаточно много. Почему же официальная наука не верит в сверхспособности? Это хороший вопрос. На самом деле, многие люди из управляющих государством или из спецструктур знают о сверхспособностях. Однако не все готовы принять этот факт, и не все готовы взять это на какие-то определенные цели. То есть было время, когда меня просили преподавать в определенной школе сверхспособности. Я не буду сейчас указывать название этой школы, но скажу, что там тренируют определенных людей для выполнения определенных задач. Будем так говорить все условно, чтобы тот, кто должен был, тот понял, а то нет. У меня была поставлена обыкновенная задача, я должен был научить подселять мысль, я должен был научить воспламенять взглядом. То есть 2 задачи: подселение мысли и воспламенение взгляда. То есть пирокинез и телепатия. Здесь еще такой момент, что мы должны четко понимать такую вещь. Сверхспособности не даны всем, как я уже сказал ранее. Не все могут ему обучиться. То есть это не какой-то вид спорта, который, если вы будете каждый день тренироваться, у вас что-то да получится. То есть на сверхспособности можно потратить невероятно много времени, но если эгрегор вас не пускает в него, точнее хранитель эгрегора вас не пускает в него, то ничего не получится. Сверхспособность – это дополнительная энергия, которая нам дается через определенные ключи. Поэтому спецслужбы еще не готовы тратить огромные деньги на то, чтобы тренировать чему-то, что, возможно, не будет работать. Понимаете, если, например, тем же самым спецподразделениям нужна какая-то техника, которая работает 100%, независимо от погоды, независимо от состояния человека, они не будут прибегать к сверхспособностям, потому что это работает не всегда, для этого нужен довольно длительный настрой. И очень часто, если это работает против человека, эгрегор просто отключает вас от этой энергии. Вот такая простая схема. Поэтому на данный момент мы еще не вышли на абсолютное управление этой энергией. Над нами что-то стоит, что контролирует нас. Поэтому я думаю, что в ближайшие пару лет, по крайней мере, пока мы не возьмем это полностью под свой контроль, мы не можем говорить о том, что какие-то спецслужбы или какие-то государственные структуры будут использовать сверхспособности в своих целях. Эрнст, как вы считаете, существует ли какая-то государственная или межгосударственная доктрина, которая диктует скрывание сверхспособностей для широких масс? Нет.
такой нет. Есть определенные круги, которые просто не хотят распространять все возможности. Но на данный момент мы живем в эру Web 2.0, когда любой человек может выложить любую информацию в интернет, и пока ее начнут фильтровать, пока начнут ее удалять, пройдет какое-то время, люди все-таки успеют это увидеть. Так вот, я не думаю, что существует какая-то определенная преграда для людей, но, как я уже сказал, пока что это не воспринимают настолько всерьез, чтобы этим заинтересовались. А дальше будет видно. Возможно, даже мы с вами сумеем сделать такую школу, которая заставит наше сознание работать независимо от каких-либо состояний нашего тела, независимо от тех же самых влияний эгрегоров. Поэтому у нас все в наших руках, и все будет зависеть от того, как мы с вами будем работать. Но на данный момент я не вижу чего-то очень опасного со стороны государства, чтобы запрещало нам работать с этим, развиваться и развивать других людей. И еще финальный вопрос по спецслужбам, его задают довольно-таки часто. В силу чего спецслужбы не вербуют сразу человека, который освоил какую-то способность, как вам кажется? Вопрос, знаете, такой двоякий. То есть для чего его вербовать? Если его вербовать для того, чтобы он обучал, это одно. Если его вербовать для выполнения каких-то обязанностей, каких-то заданий, а согласится ли он? Вы знаете, очень часто государство ведь работает не по чистым схемам, а по очень грязным схемам, в которых те люди, которые обучились чему-то, они не будут там просто работать. Как правило, люди, которые обучаются сверхспособности, люди, которые обучились сверхспособностям, которые развили это в себе, это светлые люди, это добрые люди, которые несут светлое и чистое в этот мир. И работать на какую-нибудь систему, которая заставит вас выполнять грязные задания, я думаю, человек на это не пойдет, потому что не все измеряется деньгами, не все измеряется каким-то благосостоянием в этом мире. Есть душа, которая должна расти, есть наши уровни, на которые мы становимся с каждой жизнью все выше и выше. Это цель у просветленных людей. А малопросветленные люди или непросветленные люди, можно сказать и так, они, как правило, не добиваются абсолютно ничего в сверхспособностях. То есть, если у вас заранее какая-то грязная мысль в голове, я думаю, что даже ничего не получится. Ну а так, конечно же, спецслужбы пытаются вербовать, пытаются, это не секрет. Но прошло то время, скажем так, железного занавеса и время ГУЛАГов, когда могли закрывать в каких-то шарашкиных конторах и заставлять вас чего-то делать. Сейчас человек все-таки волен выбирать, хочет он работать или нет. Возможно, в каких-то коммунистических странах, как то Северная Корея, еще, возможно, чего-то заставляют людей, но в основном это время прошло, кануло в лету, и сейчас уже человек волен сам выбирать. И вот вы знаете, когда я понял, что у меня стоит выбор, либо я буду преподавать, либо я не буду преподавать, и при этом у меня будут какие-то запреты, я просто собрал сумку и уехал в другую страну. То есть на данный момент это стало намного проще, и я думаю, что человек уже не стоит в таких жестких рамках, когда он откажется и сразу же будут введены миллионы запретов в его жизни, и его жизнь закончится. Грубо говоря, он засохнет. Как, например, было раньше с какими-то артистами, с какими-то там преподавателями, которые что-то не то сказали, и после этого их жизнь заканчивалась в забвении, потому что их закрывали. Сейчас такого нет, и сейчас человек волен менять страну, волен менять континенты, поэтому я думаю, что если у человека есть серое вещество в голове на должном уровне, он всегда найдет себя в другой стране, если в этой стране ему не разрешают нормально жить. Иными словами, если резюмировать, то человек, который хочет освоить сверхспособности в России или в Европе, может не опасаться, что его сразу же возьмут на заметку какие-то специальные службы. Я правильно понял? Скажем так, если он будет демонстрировать это на национальных каналах каждый день, если он будет показывать какую-то неимоверную силу, им, возможно, заинтересуются спецслужбы, но скорее в том плане, чтобы оградить этого человека от мирных жителей. Потому что представьте себе человека, который умеет воспламенять предметы на расстоянии, не касаясь их, делать это очень быстро.
Я считаю, что пирокинез – это очень опасная ситха на самом деле. И вот здесь мы сталкиваемся с такой дилеммой. За что сажать человека? За что его закрывать или за что его отстранять от общества? В принципе, любой человек может взять бутылку бензина, спички и пойти что-нибудь зажечь, если он захочет. А человек, который работает правильно с пирокинезом, может это сделать в принципе на расстоянии, но при этом он совершает преступление. То есть у него уже должна быть какая-то социальная ответственность. Что он делает? Что будет за наказание за это действие? Ведь рано или поздно те люди, которые совершают какие-то сверхспособности, они все равно взяты на карандаш. То есть за ними следят в более жестком порядке, нежели за обыкновенными людьми, но за ними следят только лишь в случае того, если что-то происходит. Я думаю, что сейчас ни для кого не секрет, что сейчас можно следить задним числом. То есть если что-то произошло, спецслужбы отматывают все телефонные разговоры, все переписки, все-все-все и начинают просматривать то, что было 2, 3, 4 месяца назад. То есть уже нет тех агентов КГБ, которые сидят и вживую прослушивают ваш телефонный разговор. Нет. Сейчас это происходит в обратном режиме, то есть в режиме перемотки. Если что-то произошло, они отматывают систему и начинают проверять, причем проверяют роботы, и видят, что вот были какие-то определенные поисковые запросы, были определенные какие-то уже мысли у человека, которые он выложил в цифровом виде где-нибудь, то есть цифровые следы всегда остаются. И тогда этого человека уже действительно берут в оборот. А до того момента, пока ничего не происходит, никому не интересно на самом деле. Да, я вас понял, Эрст. Хорошо, давайте мы вернемся к теме сверхспособностей и немножко поговорим на тему истории сверхспособностей. Расскажите, пожалуйста, когда появились первые сверхспособности у человечества? Вы имеете в виду первые сверхспособности как сверхспособности или сверхспособности как ситхи? Потому что первые сверхспособности, которые человечество знает, они случились 2000 лет назад. С человеком по имени Иисус, которого многие не считают и человеком, а считают в определенных религиях Богом, в других религиях пророком. И он демонстрировал ситхи воскресения, он демонстрировал ситхи воскрешения, он демонстрировал ситхи хождения по воде, а после он демонстрировал ситху пробуждения после смерти, он демонстрировал ситху поднятия в воздух. То есть у него было много ситх. Но если мы говорим о ситхе той, которая дана человеку, не вдаваясь в религию, не пытаясь докопаться, а было ли это или нет, потому что кто там помнит, что было в Библии на самом деле написано. Ее писали люди спустя 300 лет после смерти Иисуса. Так вот, первые действительно задокументированные данные были о ситхах 500 лет назад. То есть первые сверхспособности были 500 лет назад. Это то, что известно всем людям, которые занимаются сверхспособностями, это и то, что известно тем людям, которые вхожи в определенные кланы, в определенные тайные общества. До этого, возможно, тоже были какие-то сверхспособности, но, возможно, они были очень мелкие или, возможно, они были не задокументированы. Но ведь есть же всевозможные упоминания из индийских источников, из китайских про сверхспособности там 2000 лет тому как, 4000 лет, 5000 лет тому как. Существуют определенные упоминания о йогах, но здесь мы не можем со смелостью утверждать, что это действительно было. Дело в том, что, знаете, есть такое выражение «бумага стерпит все». И написать можно все, что угодно. А то, о чем мы говорим, то, о чем досконально известно в наших кланах, это действительно официальные данные, которые были подтверждены и от которых уже пошла передача информации. То есть, возможно, они существовали и раньше. Но очень часто было такое, что люди, например, медитировали очень долгое время, а далее входили неосознанно в какой-то эгрегор. И с ними происходили определенные вещи. То есть человек мог взлететь, человек мог раствориться и собраться по атому в другом месте, так называемая телепортация. Но было ли это осознанно, было ли это сделано намеренно, точнее даже не намеренно, а
сделано так, что человек вот захотел, приложил усилия, выучил и начинает это делать. Или это было случайные какие-то вещи. Здесь мы не можем утверждать точно, но, возможно, это было и раньше. То, о чем я говорю, это было 500 лет назад. Примерно 500 лет назад упоминание о первых мастерах, от которых пошли наши ветки. Но, возможно, было что-то и раньше. На сегодняшний день есть версия, что атланты или лемурийцы, иными словами, предыдущие цивилизации, имели эти самые сверхспособности, что они идут именно от них. Как вы считаете, это правда или нет? Здесь я не смею ничего утверждать, потому что я глубоко не вникал в эту тему. Возможно, вы знаете, я не могу сказать, что это идет от них. Мы не можем утверждать, что сверхспособности идут от кого-то. Это не структура ДНК, которую мы можем менять со временем. Это, возможно, были какие-то входы в эгрегор. Эгрегор сверхспособности существовал намного до начала нашей цивилизации, первой цивилизации на Земле, и будет существовать после нас. Вопрос в том, кто был в него вхож. Я слышал такое, что, например, многие огромные монолиты при стройке египетских пирамид весили больше 100 тонн, на которые невозможно было никак подействовать теми инструментами, которые были на момент строительства этих пирамид. То есть существует тоже мнение, что было использовано какие-то телекинез, какие-то еще сверхспособности, но утверждать мы здесь ничего не можем. Возможно, это было, возможно, кто-то проникал в этот эгрегор и умел с ним работать, но опять-таки, чем дальше от точки события, тем сложнее утверждать. И на данный момент сейчас мы даже не можем ничего говорить о сверхспособностях Иисуса, потому что никто не знает, было это на самом деле или нет. Поэтому, знаете, документировать нужно в тот момент, когда это происходит. Благо, что сейчас есть видеокамеры, сейчас есть интернет, мы можем это заснять, выложить, и, возможно, наши правнуки будут смотреть и говорить, вот, прямое доказательство, а не просто на бумаге. Поэтому мы счастливы, что мы сейчас живем в наше время, когда есть возможность документировать все сразу же. Эрнст, я знаю, что и вы про это сами говорите, что вы стоите в определенном клане хранителей. А существуют ли какие-то другие подобного рода кланы на сегодняшний день на нашей планете? В момент существует 15 кланов, разбросанных по всей планете, по разным странам. Некоторые соединены континентами, некоторые находятся только лишь в одной стране. Тайные общества, в которые не все вхожи, в которые проверяют. И скажу вам сразу же, что такие тайные общества, как масонские, они мало чем соединены со сверхспособностями. То есть те общества, которые имеем в виду мы, они не светятся ни в каких новостях, они не мелькают ни в каких интернет-заголовках, поэтому в них сложно попасть. В них, знаете, в них не попадают, в них приглашают. Вот когда человек что-то действительно может демонстрировать, с ним связываются. С ним связываются, ему высылают приглашение, с ним начинают разговаривать, а самому попасть и начинать обучаться там практически невозможно. Поэтому вот это большая разница. То есть, если, например, войти в масонский клан, в масонскую ложу довольно легко, вам нужно быть на каком-то определенном социальном уровне, вам нужно сделать какие-то пожертвования, и вы, в принципе, уже там. В этом случае вас не пустят так просто, если вы не обладаете чем-то, или если вы не делаете какой-то весомый взнос в развитие. То есть здесь даже не так важны деньги, как важно именно сам вклад в развитие идеи. Это намного важнее. Что вы можете сделать? И тут еще больше смотрят на то, насколько вы серьезны и насколько вы серьезно нацелены на дальнейшее членство в этом клане. То есть если вы просто пришли, послушали и ушли, и не приезжаете постоянно на какие-то сборы, не участвуете в жизни этого клана, вас просто медленно исключают из него и о вас забывают. Ну, есть, конечно, люди, которые действительно очень важны, которые даже ничего не делая состоят постоянно там, но лучше об этом не разговаривать на общее обозрение, потому что эти люди могут разозлиться, и тогда всем будет плохо. Поэтому если человек начнет добиваться определенных высот, с ним эти люди свяжутся сами.
поверьте мне. Я задам достаточно молодежный вопрос. Ваш клан, он самый древний и самый крутой из этих 15, или же нет? Нет, нет, конечно же, нет. Он совсем не древний, и по крутости, я не знаю, чем измеряется крутость. Я видел в нашем плане людей, которые делают телепортацию примерно как в фильме «Телепорт». Ну, только чуть-чуть медленнее само происходит, то есть растворение и соединение происходит чуть дольше. Но мы не считаемся самым крутым кланом. Наверное, нет какой-то шкалы, которая определяет крутость. Просто не во все кланы вас могут взять. Даже если вы чем-то обладаете, перейти в него. Во-первых, сама идея тайны. То есть, сумеете ли вы хранить информацию, не будете ли вы распространять какую-то информацию, нет ли каких-то конфликтов, интересов между членами кланов. То есть, если человек, например, стоит на высшей ступени и приходит, скажем так, новичок, который, в принципе, подает надежды, но у него какие-то конфликты с одним из участников, кто стоит выше, его могут просто исключить. Поэтому, а по поводу крутости, я не знаю, чем измеряется крутость, если честно. И все же, теперь сверхспособности выносят на широкие массы. Из-за чего именно сегодня это происходит, как вам кажется? Вы знаете, наверное, все-таки это связано с течением времени. Мы живем в такое время, когда ломаются очень многие границы, когда ломаются очень многие запреты. Давайте даже просмотрим самый простой пример. Еще 200 лет назад, да какие 200 лет, 100 лет назад еще вас могли арестовать за то, что вы были нетрадиционной сексуальной ориентации, посадить в тюрьму. Сейчас, если вы нетрадиционной сексуальной ориентации, вы просто не, как вы сказали, не крутой. То есть нет этого хайпа с вами, понимаете? Поэтому как-то меняется сознание людей, и, возможно, это задумка эгрегора. Возможно, я не буду утверждать, но, возможно, это задумка эгрегора выйти в массы, чтобы каким-то образом поставить людей на нужный путь развития, потому что сам по себе этот эгрегор, он очень сильный. И когда вы попадаете под его течение, вы меняете свое ощущение мира, у вас меняются ценности, вы начинаете смотреть на жизнь совсем по-другому. У вас отпадают какие-то житейские проблемы, вы понимаете, что есть что-то выше, что есть что-то над вами. И это что-то настолько мощное, настолько сильное, что ваши проблемы становятся настолько мелкими. Если вы чувствуете энергию сверху, вы просто перестаете обращать на них внимание и понимаете, что это просто глупо тратить свою жизнь на решение вот этих мелких проблем, каким-то образом конфликтовать с кем-то, потому что, я думаю, вы меня поняли, что я хотел сказать. А почему именно сейчас? Сложно ответить. Наверное, все-таки мы подходим к какому-то определенному порогу, который заставит нас сделать выбор, где мы стоим. Либо мы идем в духовное развитие, либо мы очень опускаемся в нашей духовной жизни и превращаемся больше в каких-то, знаете, таких животных потребителей. Я думаю, сейчас мы именно и стоим на этом раздорожье. И каждый сделает выбор для себя, что ему нужно. Хочет он привлекать внимание каким-то грязным методом, или хочет он становиться просветленным и жить по более правильным законам для себя, по духовным законам. Я думаю, именно это и стало причиной того, что сейчас сверхспособности стали все больше и больше проявлять себя в жизни.